Всего за 31 год экономика Китая выросла в 49 раз и уверенно заняла второе место на мировом рынке, но в последнее время Китай столкнулся с очень серьезными проблемами, которые могут спровоцировать глобальный экономический кризис. С начала года гонконгский индекс упал на 20%, а юань успел потерять около 8% и упал до 16-летнего минимума. Проблема в том, что после быстрого всплеска активности в начале этого года, после снятия ограничений пандемии, рост очень замедлился. Потребительские цены падают, кризис недвижимости усугубляется, экспорт вообще находится в критическом состоянии, а безработица среди молодежи стала настолько серьезной, что правительство даже прекратило публиковать эти данные. Как результат, отток капитала в Китае за август достиг 49 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем почти за 8 лет. Сейчас китайские инвесторы вынуждены продавать активы и искать более надежные варианты для своих инвестиций, но поскольку власти контролируют каждый юань в стране и запрещают инвестировать деньги на Запад, спасением стал биткоин, который уже на внутреннем рынке Китая стоит 32,5 тысячи долларов. И если проблемы в Китае будут усугубляться, это еще больше заинтересует инвесторов покупать биткоин и толкать его цену вверх. Ну а как на самом деле Китай повлияет на крипту, вы узнаете в этом видео. Всем привет, вы на канале Coin22, с вами Влад, и сегодня вы узнаете, какое влияние на вашу криптовалюту оказывает экономика Китая и сможет ли она запампить биткоин уже в ближайшие месяцы. Рекомендую ролик смотреть до конца, а перед просмотром попрошу вас поставить лайк, ведь чем больше лайков вы поставите, тем быстрее мы опубликуем похожий ролик, только уже про экономику США, которая также сейчас находится не в лучшем состоянии. Поэтому желаю вам приятного просмотра, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, перед тем как мы начнем, хотел у вас спросить, вы знали, что на этой неделе компания Google добавила поддержку Polygon, Polkadot и еще одной секретной монеты в Google Cloud? Нет? А вот подписчики нашего телеграм-канала одни из первых получили эту новость, потому что у нас в Telegram мы 24/7 на связи и каждый день публикуем актуальные новости, важные события и эксклюзивную информацию, которую вам будет очень сложно найти в интернете. Поэтому переходи по ссылке в описании, подписывайся, оставайся в курсе всех событий и узнай, что за секретная монета заинтересовала такую компанию, как Google. Касательно Китая, начнем с такого явления, как китайское экономическое чудо. Что это вообще такое? Для тех, кто не знает, ранее Китай был очень бедной страной без каких-либо торговых или дипломатических партнеров, а население выживало только за счет фермерства и, как вы понимаете, никаким биткоином там даже и не пахло. Но за последние 40 лет Китай провел различные рыночные реформы, которые открыли страну для торговли и иностранных инвестиций, что избавило от бедности сотни миллионов человек. Но как Китаю это удалось? На этапе зарождения у Китая, в принципе, как и сейчас, была очень дешевая рабочая сила, которой просто не могла не воспользоваться Америка. И вот в 1979 году Китай и США официально заключают свое первое партнерство, после чего американские компании активно начали вкладывать свои деньги в экономику Китая. И какие бы отношения сейчас не были между Китаем и США, именно это партнерство спровоцировало то самое экономическое чудо, а в 90-х годах китайская экономика начала расти еще быстрее, благодаря двум событиям, а именно присоединению Гонконга и вступлению во Всемирную торговую организацию. Через Гонконг шли более 70% прямых иностранных инвестиций в Китай со всего мира, а присоединение к ВТО в 2001 году снизило тарифы и ограничения на торговлю с другими странами, после чего китайские товары продавались по всему земному шару. И только вдумайтесь, в 1990 году ВВП США составил всего 360 миллиардов, но по итогу 2021 года превысил 17 триллионов долларов, то есть за 31 год экономика страны выросла аж в 49 раз, хотя за этот же промежуток времени ВВП США вырос всего в 3,5 раза. За это время экспорт Китая рос как на дрожжах, уровень бедности снижался, а количество китайских миллиардеров уже начало догонять американских. Но с недавних пор темпы экономического роста начали падать, ведь самый главный козырь Китая экспорт одновременно является и его слабым местом, потому что в последнее время экспорт и потребление растут гораздо медленнее, чем раньше, в том числе из-за торговой войны США, а также после пандемии. И за последние 10 месяцев в Китае всплыло огромное количество проблем. Во-первых, глобальные инвесторы уже вывели более 10 миллиардов долларов с фондового рынка Китая, причем большая часть продаж приходится на голубые фишки. Также есть большие проблемы с недвижимостью, ведь месяц назад крупнейший застройщик
застройщик Китая по объему продаж недвижимости под названием Country Garden, объявил себя банкротом, потому что не смог платить проценты по облигациям, хотя капитал компании составлял более 60 миллиардов долларов. Далее это падение цен. Цены производителей в Китае снизились за последние 10 месяцев, а это означает, что стоимость товаров, отправляемых из страны, падает. Конечно, для покупателей чехлов на AliExpress это хорошая новость, но не для экономики Китая, ведь таким образом их доходы сокращаются, в результате чего Китай получает падение стоимости импорта за 9 из последних 10 месяцев, поскольку спрос снижается от рекордных уровней, установленных во время пандемии. И только эта верхушка айсберга привела к падению юаня по отношению к доллару на 8% с начала этого года. А учитывая, что экономика Китая занимает центральное место в мире и от нее зависят многие страны, это вызывает опасения среди инвесторов. И это касается даже вас, меня и других людей, которые инвестируют в криптовалюту. Ведь в последнее время экономические события оказывают сильное влияние на крипту. Живой пример — важнейшее заседание ФРС 20 сентября, после которого Пауэлл дал положительный прогноз, из-за чего некоторые монеты на этом фоне выросли. А заработать на этом удалось участникам нашей подписки Coin22 Pro, потому что перед конференцией Пауэлла все участники Pro получили лонг-сделку на токен Flow, где была указана лучшая точка входа и уровень фиксации от 35% чистой прибыли. А благодаря таким шорт-сделкам, как по монете Terra Luna, мы прямо сейчас зарабатываем от 30% на коррекции рынка. Наш формат работы очень простой, а пошаговое обучение и сопровождение делают его еще проще, поэтому начать зарабатывать сможет каждый новичок. Подписка Pro успешно работает уже больше года, и за это время к нам присоединилось более 1000 участников. Наши специалисты следят за рынком 24/7, чтобы вы не тратили свое время на анализ рынка, а сразу получали готовую аналитику и прибыльные торговые идеи. Поэтому присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании и не упускай свою потенциальную прибыль. В целом мы с вами разобрали, что со времен начала пандемии экономическое развитие Китая постепенно снижалось, но более реальную картину можно понять по свежим данным. Возьмем ту же безработицу, а конкретно безработицу среди молодежи. Уровень безработицы среди городской молодежи в Китае вырос до 21% по состоянию на май 2023 года, хотя 2 года назад этот показатель составлял 15,4%. И как ни странно, это связано с высшим образованием. Да, к концу 2021 года в Китае насчитывалось около 3000 колледжей и университетов, в которых обучалось более 44 миллионов студентов, а высшее образование получило 240 миллионов граждан Китая. Но поскольку мировой спрос падает, уже нет надобности иметь такое количество специалистов даже с высшим образованием. Это проблема не только Китая, потому что тысячи ребят, получивших образование айтишника во всяких онлайн-школах, сейчас просто остаются без работы, ведь такое количество IT-специалистов просто не нужно. Поэтому единственная надежда у китайской молодежи на лотерейные билеты, которые они только в апреле купили на 50 миллиардов юаней. И в то же время падение спроса на рабочих ведет к снижению зарплат. Заработная плата наемных работников в Шанхае и Пекине упала на 9,6% во втором квартале, что является самым большим падением с 2015 года. Но знаете, что самое интересное? Отток капитала из Китая в августе достиг 49 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем почти за 8 лет. И по мнению многих аналитиков, это может стать лучшим катализатором роста именно для биткоина. Но почему? Аналитик фирмы Matrixport Маркус Тилен заявил, знакомство с биткоином китайскими инвесторами во время ослабления внутренней экономики может привести к существенному притоку биткоина в течение следующих нескольких месяцев. Чтобы понимать перспективное влияние Китая, давайте вернемся на вот этот график. На нем мы видим, как отток капитала из Китая в августе достиг 49 миллиардов, и это может вызвать давление на юань, который с начала года и без того потерял 8% стоимости. Аналитик объяснил это так. Обменный курс доллара США к юаню торгуется на 17-летнем максимуме, поскольку экономика США активно растет, в то время как китайская экономика, похоже, имеет слабую динамику роста. С этим не поспоришь, ведь об этом мы говорили сегодня в ролике. А вот давление на юань и отсутствие роста китайских компаний может привести к тому, что китайские инвесторы все меньше будут инвестировать в местную экономику и больше будут смотреть на Запад. Но в Китае очень строгий контроль за движением капитала в стране, и просто так создать счет у американского брокера и отправить на него деньги через китайский банк задача не из легких, и за это могут как минимум даже оштрафовать. И вот как раз таки здесь на помощь приходит криптовалюта, которая никем не регулируется. И это далеко не первый случай, когда китайцы в таких напряженных экономических ситуациях выбирают именно биткоин. Например, в 2016 году на фоне опасений рецессии и падения юаня прямые
прямые инвестиции Китая в биткоин составили 146 миллиардов долларов. Напоминаю, за окном тогда был 16 год, когда биткоин еще даже не имел такую популярность, как сейчас. А за счет того, что в Китае крипта официально запрещена и ее нельзя купить на биржах, единственный вариант, который остается у желающих купить тот же биткоин, это покупка с рук. Но знаете, сколько сейчас стоит биткоин на внутреннем рынке Китая? 32,5 тысячи долларов. И поверьте, желающих купить даже по такой цене достаточно. Если посмотреть цену покупки биткоина за юани через обменники на BestChange, то по текущим ценам придется переплатить более 2000 долларов. И как вы видите, мне удалось найти всего один обменник, который принимает юани. Хотя нужно понимать, что китайские банки и сервисы просят назначение перевода, ведь можно купить только от одного BTC, а это не маленькая сумма. И если банку что-то не понравится, оплату просто заблокируют. Поэтому китайцы больше используют P2P. И собственно говоря, это и является положительным катализатором для роста биткоина уже в ближайшие месяцы. Понятно, что экономика Китая не рухнет завтра или послезавтра. Сейчас мы наблюдаем лишь первые звоночки, которые сигнализируют о проблемах, а вот если их не будут устранять, негативные последствия будут только расти. Хотя замедление темпов экономического роста в Китае приведет к снижению мировых цен на нефть, а дефляция в стране означает, что цены на товары, отправляемые по всему миру, будут падать. Это выгодно для США и Великобритании, которые до сих пор пытаются побороть высокую инфляцию. Но поскольку Китай является второй экономикой в мире, длительное замедление экономического роста скорее всего навредит, чем поможет. Ведь анализ Международного валютного фонда показывает, что когда темпы роста Китая повышаются на 1%, глобальный мировой рост ускоряется примерно на 0,3%. И на эту зависимость нужно обратить особое внимание. Конечно, экономика не так проста, как кажется на первый взгляд, и мнения у всех могут отличаться. Поэтому хотел бы узнать, что вы думаете по этому поводу. Напишите в комментариях, как вы считаете, какое влияние на мир и криптовалюту окажет Китай. Мы читаем каждый комментарий и обязательно вам ответим. Также напоминаю, что подобный ролик только уже про влияние экономики США на вашу крипту мы уже начинаем для вас снимать. И чем больше лайков вы поставите, тем раньше мы его опубликуем. Дополнительно не забудьте подписаться на наш Telegram, нажать на колокольчик и увидимся в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!